Друзья, я рада представить вам новый формат шоу, в котором мы доводим людей до слез. Представляю вам моего соведущего. Итак, Том Камара. Человек, который является коренным москвичом и родился в Москве, обучает людей разговаривать на английском языке идеально и для чего-то возит людей на сафари в Африку. И моя соведущая Марина Егорова. Она создатель этого шоу, предприниматель и каким-то образом умеет находить личных ассистентов для тех людей, которые это не заслуживают. И это шоу Егорова с перцем. Я женат. Это не важно, друг мой. Что за услуга, когда тебя заказывают, раздевают, и ты заходишь в комнату к мужикам? Ух, это такая тема, блин. Ну, суки, ладно, сами. Чего вы ржете там надо мной? Сочувствую. Знаете, мне захотелось вот так танцевать. Ты обещал, что все нормально будет. Ты сказал, что они нормальные. Не дыши мне от этого хуя. Наш сегодняшний гость, который без денег, без связи и даже без дома умудрился приехать в Дубай и через 4 месяца собрать самый большой зал в истории фокусов и стать самым востребованным, самым высокооплачиваемым фокусником в Дубае. Иллюзионист, менталист, Макгрегор в мире фокусов. Встречайте. Майк Берников! Майк, мы рады видеть тебя в гостях. Взаимно. Ты просто феноменальный человек, человек, которого все любят, ждут. Самые лучшие вип-тусовки, корпоративы, шоу. Это здесь и сегодня у нас Майк в гостях. Мы будем его сегодня расспрашивать и копаться в тебе. Боишься? Доносите. Погнали. Ну, во-первых, мы знаем, что ты все время говоришь, что ты готов поспорить, что ты самый лучший фокусник в мире. Откуда у тебя такая уверенность? Я просыпаюсь утром, подхожу к зеркалу, смотрю и думаю, нельзя же быть настолько охуенным. Должен быть где-то какой-то изъян. Я смотрю, не нахожу его, и все. Подсказать? Покажи, да, покажи где, в каком месте. Ну ладно, сегодня не будем. Но, слушай, ты работал с Якубовичем. Мы его раскопали. Первый вариант. Ты знаешь, мы раскопали эту истину. Расскажи, пожалуйста, с какими еще суперзвездами ты работал и видел ли ты его музей Капитал-шоу «Поле чудес»? Нет, никогда не видел его в музее Капитал-шоу «Поле чудес». Так было просто, что я в каких-то передачах участвовал, он был либо ведущим, либо тоже каким-то спецгостем, не более того. И если мы говорим про каких-то звезд российской эстрады, то практически, наверное, со всеми людьми, которых вы так вот в лицо знаете, я работал, где-то пересекался вместе параллельно. Не так, что мы прям целуемся в десны, это, ну... А скажи, какая тебе звезда больше всего понравилась? Вообще, с которой было прикольно работать? Нагиев. У меня такой вопрос. Так как ты офигенный маг, на мой взгляд, использовал ли ты свои способности на первых свиданиях с девушками? Да. Или на... Сразу. Да, серьезно? Какие? Поделись, пожалуйста. Ну, смотри, у меня очень хорошо развит уровень коммуникации для начала, да, хотя это, в принципе, этого уже достаточно, чтобы знакомиться с девушкой. И чтобы быть магом. Я иногда, ну, вот молодой был, издевался там. А что ты делал? Там, например... Рассказывал, что ты там какой-то... Нет, ну я мог притвориться кем-то, да, и там, знаешь, там стакан, там, хоп, подъехал ко мне в руку, мы стоим, я руку поднял, стакан поставил, джик, подъехал ко мне в руку, она такая, это что такое было? Я говорю, ты о чем? То есть, Тебе показалось. да, немножко сводил с ума. Но когда ты можешь показать фокус, даже вот самый простой, это эмоциональное воздействие на человека, это уже приятное, как сказать, позитивное впечатление о тебе. Дальше нужно просто, ну, не облажаться и быть хорошим человеком, наверное, так. У меня еще один вопрос про личную Вперед, жизнь. вперед. Тебя волнует личная жизнь, я смотрю. Да, беспокоит. Когда у тебя будут дети, ты думаешь их отправить в твою именно узкую сферу магии или нет? Думаешь ли ты, что они тоже станут магами, как ты? Я хочу, чтобы они стали хорошими людьми, в первую очередь. Чтобы они делали что-то доброе, помогали людям, чтобы они были сострадательными, честными, чтобы они верили в Бога, что-то доброе людям несли. А кем они будут? Ну, я думаю, что если все эти качества хотя бы они будут к ним стремиться, я думаю, что кем бы они ни стали, они будут уже нормальными людьми в жизни. То есть полной твоей противоположностью?
Знаешь, обычно говорят, просто родители все вкладывают в детях то, чего у них у самих нет, чтобы они там развивались в тех же А у тебя кружках, есть которые- дети? Нет, пока. Мы тут раскопали одну вещь, знаешь, AI нам в помощь. Что ты? Я так понял, ты добрый полицейский, ты злой полицейский. Очень злой, Ждем видишь? кота еще в мешке. Black and white, как бы, понимаешь, мы такие... Вот, кстати, тут- да, видишь, как срослось? Вот видишь, а все говорят, черные плохие, а черный хороший человек. Слушай, мне кажется, что твоя деятельность немножко недооцененная людьми, потому что люди думают, да что там, фокусы показывать и так далее. На мой взгляд, это очень сложная работа, по той простой причине, что помимо того, что ты умеешь управлять вниманием, люди еще не видят каких-то маленьких, вроде очевидных вещей, но вроде не очевидных. Чувствовал ли ты, что люди тебя обесценивают, когда ты перед ними выступаешь? Если да, расскажи на самом деле, насколько сложно тебе, когда ты работаешь. Ну, в целом, насколько это тяжелая работа. Где его взяли? Это такой мне нравится очень этот человек. Ну, как мужчина. Я женат. Это не важно, друг мой. Ты очень четко подметил. Это одна из самых сложнейших профессий на Земле, потому что в момент, когда я выступаю на сцене или показываю шоу, у меня нет права на ошибку. Я не могу как певец выйти, спеть под плюс или под фонограмму. То есть у меня всегда что-то может пойти не так. Ты на каждый роток не накинешь платок, люди сидят разные. Конечно, такое бывает. На своем опыте я магию показываю уже 25 лет, выступаю профессионально мне через 2 дня 30, я выступаю с 16 лет. Сколько? Почти 15 лет. Почти 15 лет я практически каждый день я выступаю. Я уже выступаю для таких людей, которые уже видели все. На таком уже опыте я уже могу управлять этими людьми, я уже понимаю, как они себя ведут, как на них надавить. Но, конечно, в любом случае попадаются люди невежды, это нормально. Даже на самых дорогих мероприятиях, где люди очень воспитанные и культурные, всегда есть человек, который там скажет там: о, это фокусник, прячьте часы, и стоит в каких-нибудь Casio. Я ему говорю: вы мне желаете, чтобы у меня стали вот ваши часы? Можно в своих роликсах оставлю, спасибо. То есть я так очень технично ставлю на место, да, потому что все-таки я один из самых дорогих фокусников, я выгляжу, мне платят за то, чтобы меня с гостем путали. То есть я общаюсь с ними в большинстве случаев еще до начала шоу, когда все собираются, все со мной здороваются, там: а вы кто, а вы чей друг? Я его друг, мы общаемся, я их тестирую потихонечку, вливаюсь, и потом уже выхожу на сцену, все такие: блин, это тот чел, который сидел в зале, с нами ел, пил. И они сразу такие: блин, так, Не, серьезно. они так не думают. Но ты сказал вот про то, как тяжело и так далее. Плюс, с какими сложностями ты сталкиваешься на сцене? Я сталкиваюсь больше не со сложностями не со зрителями, а с прокладкой между зрителями и вот мной, артистом. То есть это какие-то люди, технический персонал, какие-то ивент-организаторы, которые могут... Ну вот у меня 10 числа было мероприятие, $2 миллиона стоило в Дубае. Люди заплатили, отдыхало 22 человека на мероприятии, $2 миллиона. Неплохо. Вот. Это Дубай, да. И между нами были организаторы, которые сказали: какой вы будете трюк делать, по которому мы можем ориентироваться, чтобы после вас вышла группа Offspring, заказали группу, чтобы после вас группа вышла сразу. Вот мы знаем, мы увидим этот фокус, и группа пойдет на сцену. Я говорю: ну вот когда вы увидите, что люди сели, закрыли глаза на сцене, я говорю: вы должны понимать, что осталось там 5,5 минут до того, как я закончу, плюс-минус. Может, это будет 4 минуты. Я не могу зрителю сказать: нет, сидите, песочные часы еще не закончили бежать. Нет, конечно, люди мне платят за шоу. Но может идти на 5 минут дольше, может на 10 минут дольше, может быть короче. Мне главное, чтобы достигнут был результат. И эта девушка, которая организатор, она говорит: я видела, вот у нас есть этот фокусник, самый популярный в Москве, он это тоже делает, все понятно. Я говорю: нет, стойте. От того, что вы пытаетесь показаться мне экспертным каким-то человеком, который видел до этого других фокусников, это не значит, что я делаю то же самое. Или что мы все делаем то же самое. Профессионал должен сказать: здравствуйте. Но он должен определить: нифига, тут пришел фокусник, ему заплатили $28 тысяч за 15 минут на сцене. Ну, наверное, нужно подойти и очень серьезно спросить про каждую минуту из 15 на этой сцене. То есть тебе же за это деньги платят. Она такая: да, все понятно. Ну вот. И из-за этого они еще потом ходят и говорят: этот Майк, он очень какой-то офигевший, весь такой надменный, самовлюбленный. Потому что я сказал внимание мне уделить правильное. Потому что, ну, как бы для меня важен не организатор, это для меня важен человек, который заплатил эти деньги. Вот так. Слушай, ты цыган. А что ты радуешься? Первый раз?
Первый раз не тебя, да? Да. Ты должен, наоборот, было сочувствовать. Мы с тобой из Бро, угнетенного я тебя народа. понял. Погоди, ты вопрос не задал. Ты цыган? Это Да, первая часть. я Вторая, когда ты уедешь. И уедешь ли ты вообще? Как твоя жизнь? Вот ты Из сейчас Дубая? здесь. Из Дубая. Да, куда дальше? Где твои манатки? Где вот это? Есть ли у тебя бабушка, которая вот так вот делает перед глазами с деньгами возле вокзалов? Ух, это такая тема, блин. Ну, и ладно, сам. Короче, Да потому что они меня обманули один раз. На 1000 рублей, я помню, возле Казанского вокзала. Это так, была ну, твоя бабушка без лоха 100%. жизнь плоха. Понимаешь, как бы, ну смотри, у цыгане над дверью, когда ты входишь, написано: пока живут на свете дураки, удачи мы не выпустим с руки. Ты, если не хочешь что-то знать, ты не разговариваешь ни с кем. Прекратите винить других людей в своих проблемах. Вы же ждете и ищете этого. Я знаю миллионы умных, образованных женщин, которые ходят к гадалкам, от них хер делать. Если сейчас у меня бы отказала бы вся мораль, представь, каким крутым я могу быть экстрасенсом. Я снимал передачу с чуваками, где я притворялся экстрасенсом, садилась девушка, я говорил: напиши имя, она: у меня умер парень там. Она приходит, она говорит: скажите, почему я пришла? Я говорю: потому что вы скучаете по своему любимому человеку. Ну, это универсальный ответ. Понятно? Ну, понятно, но сейчас ты пришла бы, и я бы это сказал, ты бы сказала: блядь, он видит реально. То есть, как бы, это ты сейчас со стороны такая умная сидишь, и она тоже со стороны-то сейчас была бы тоже умная. Но тут на деле, ну, представляешь, ко всему, что я могу угадывать, стрелять точно в боль, я еще спецэффект могу добавить, визуальный. Когда она написала имя Ивана, я говорю: положите сюда бумажку, говорю: давайте я его вызову сейчас. И я говорю: Иван, если ты здесь... Иван здесь. Я говорю: Иван, Наш если режиссер ты Иван, здесь, если что. говорю, подай нам знак, и эта бумажка начинает вот так в воздух взлетать. Вот что должен в этот момент, если бы я не был фокусником, я бы вышел в окно после такого. Вот так взлетает бумажка. Я говорю: Ваня, если ты здесь, и бумажка такая влево-вправо начинает ходить. То есть это смешно, когда я рассказываю. На деле, если бы это был не я, она бы отдала все, что у нее есть. Да, это было бы не смешно. И она останавливается, я говорю: так, все, ну я понимаю, что уже нельзя человека мучить. Я говорю: так, стоп, включается свет, открываются шторки. И говорят: это шоу, я фокусник, и я начинаю объяснять, говорю: не ходите. Гадалкам. Это жестко. Слушай, нет, не в этом дело. Что делает она? Она такая: да. Пока все собираются, она ко мне подходит. Она говорит: пожалуйста, посмотрите еще что-нибудь, расскажите. То есть человек, которому я только что показал видеокамеры, признался, что я фокусник, она все равно говорит: я знаю, да, но вы расскажите мне еще. Вот думайте сами, что это такое. Ну, потому что женщина всегда на что-то надеется. Нам нужен какой-то, понимаешь, вот, ну, Какая-то какая-то вера во что-то, понимаешь? Ты ей дал веру. Ты веру подарил. То есть даже когда человеку ты говоришь, что что... он с ней разговаривает, что он с ней на связи. Вот он умер, Хотя она потом только что еще- услышала, что я фокусник, что это все неправда и шоу, да, ей все равно пофигу, она все равно готова. Что за услуга, когда тебя заказывают, раздевают, если ты заходишь в комнату к мужикам? А, Да? О, подожди, давай, я его перезадам. Давай ты спросишь. Ну ты же мужчина. Нет, понимаешь, она как бы, ну, решила просто... Слушай, а если он черный, то значит он может все это сделать? Да. Ты морай свои руки сам. Мне ничего не будет. Подожди, Влад, От тебя я не ожидаю ничего хорошего. Ты как бы так слишком какой-то святой сидишь, ни одного слова плохого не сказал. Просто, вы видели, он разговаривает, у него тембр голоса, он очень приятный, вежливо, все спросил. Ты сидишь: так, мы знаем, на, Том, я знаю, что у тебя был подготовлен один очень важный все равно вопрос. его подставляет. Все равно хочет, чтобы это был он. Окей. Майк, сори, я должен задать этот вопрос. Я слышал... Даже сейчас не хочет быть моим, он не хочет быть моим врагом. Я слышал, что у тебя есть какая-то услуга, когда тебя заказывают мужики, зайти в комнату раздетым. Это Нет, правда? это не так, это слухи. Это не так. Почему тогда твои уши покраснели?
На самом деле этот слух родился не из этого. Никаких раздетых мужиков меня не заказывает раздеваться. Это не так выглядит. Меня просто просят за очень большие деньги. Есть люди, которые не верят, между друг другом начинают спорить, что типа Майк реально может считывать по лицу. Кто-то, кто здравомыслящий, с определенным уровнем высоким критического мышления, объективным, адекватным, он говорит, слушайте, ну, наверное, какой-то есть секрет. По-любому ему кто-нибудь в наушник читает там, или еще что-то. Один раз такое было, а потом это превратилось прям в офигенный челлендж. И богатые люди так развлекаются. Как это было? Мне позвонили и сказали: здравствуйте, Майк. Запрос не очень классический. Два человека поспорили между друг другом на $200 000 спор. Один с другим спорит, что вы реально можете рассказать, там, угадать слово, о котором он думает. Но есть условия. Мы вам принесем пижаму, вы скажете, какого размера, чтобы это был не ваш какой-то костюм, вот, ну, нет доверия максимально, понимаешь? Все равно это фокусник, это его костюм, вот они начинают, ну, 200 штук баксов на кону из-за 10 минут спора, как бы, конечно, они хотят другой костюм. Они говорят, давайте пижаму, вы полностью разденетесь, вас осмотрят на предмет всяких микрофонов, датчиков, залезут в уши, пройдете через рамку, вас осмотрят, мы дадим вам пижаму, мы дадим вам свои листочки, маркеры, колоду, что попросите, мы вам принесем. Заберите список, мы вам заплатим, назовите сумму и, пожалуйста, повторите. Вот отсюда пошел слух, что Майк где-то раздевается за деньги. Но по факту это же очень круто. То есть я такой говорю, ну, конечно, я могу, да, пожалуйста. Ну, то есть мне даже... Представляешь, насколько это круто, что у них нет ни единого варианта, кроме как сказать, что у меня какие-то датчики или микрофон. Все, я их победил. У них нет ни одной идеи. Они не способны поверить в то, что я реально это могу делать. Это то, чего я пытался добиться. На самом деле, это очень круто, потому что когда они сфокусированы на том, что это какой-то костюм или какой-то у меня микрофон, они отвлекаются от самого главного. И я могу выполнить спокойно. То есть я на это и давлю. Моя задача заставить их поверить в то, что вот это какая-то бумажка специальная или колода специальная, чтобы они еще больше пусть мне доплатят, принесут свое. Да мне без разницы. Я молча могу, сидя в бане, вот просто в полотенце, мы в парилке сидим, и я угадываю, он говорит, я задумал какую-то цифру. Я говорю, ну задумай. Мы с мужиками болтаем. Я говорю, 4, кстати. И продолжаю, он такой, 4. Да, то есть я вообще забыл, говорю, 4, кстати, забыл ответить. Он такой, блядь, сука. То есть вот так. Но они очень кайфуют с этого. Слушай, мы хотим тебя попросить почитать мысли Тома. Да. Давайте закроем глаза и сделаем медитацию рода. Шучу. Она... Будешь угадать? Ты обещал, что все нормально будет. Ты сказал, что они нормальные. Одна вещь от меня точно не прозвучала, что они адекватные. Но Подожди, ты сказал, Майк, что ты все чё? профессионалы. Не, Майк, подожди, ты что, не делал никогда психологические проработки? Род проработать, маму, папу. Соберитесь, короче, давайте, я вас окультурю сейчас. Ох ты! Вот. Так, Давай. Том, Да. ты ходил в русскую школу, правильно? Было такое. Вот, отлично. Что-то она говорит тебе, закрой рот, что? Не, я говорю, я закрою глаза. Тоже попытаюсь читать мысли Тома. Он там на африканском думает, ты не сможешь. Знаете, мне захотелось вот так танцевать. Ну что, Том, на самом деле хочу вам рассказать небольшую историю. По понятным причинам отсюда очень легко летать во все точки мира. Сегодня ночью я летел, пока на самолете, у меня была такая мысль, хоть бы не сидеть рядом с ребенком. То есть, потому что в самолете сон — это моя привилегия. И когда я посаживался, со мной, получается, сидела только одна женщина такая, она в возрасте уже была. И она читала книгу. И она такая сидит, читает книгу, сажусь я, она такая смотрела на меня, читает, такая, это вы? Я думаю, не посидел спокойно. Я говорю, да, мне так часто говорят. Она говорит, можете, пожалуйста, рассказать что-нибудь обо мне, что никто не знает. Это любимая фишка. Люди вот очень часто мне говорят, где меня встречают в супермаркете или где-то, они говорят, скажите что-нибудь обо мне. Знаешь, как будто я реально там какой-то гуру. И она говорит, расскажите что-нибудь обо мне. Я сижу, думаю, блин, 4 часа ночи, я умираю, хочу спать. У меня завтра вот к вам съемки, я только с корпоратива, у меня вот такая башка, я весь потный, не переодевался, не смог там нормально ни в душ сходить, никуда. И я на нее смотрю и говорю, ваш первый полет на самолете был, когда вам было 16 лет. Она такая, да, откуда вы знали?
Я говорю, ну я ж не спрашиваю, как вы на жизнь зарабатываете. И она начинает, короче, искать, чем меня поблагодарить. Я смотрю, у нее книга, я говорю, вы меня ищете, чем поблагодарить? Подарите мне книгу, пожалуйста, свою. Я люблю знания, читать, это самый лучший подарок. Вот я ее сегодня сюда принес, хотел бы немножко с вами поимпровизировать. Том, прежде чем я начну, я хочу поставить вот так вот пакет. Там что-то внутри есть. Вот так я поставлю, и ты не будешь знать, что там. И я принес с собой несколько предметов. Я хочу дать тебе планшеточку. Возьми ее, пожалуйста, вот так. Положи перед собой. Нам понадобится... Давай планшет, нам пригодится в шоу. Держи. Положи пока маркер тоже там. Это все пригодится попозже. И у меня есть книга. Я хочу немножко вот так вот полистать. Тебе оттуда видно книгу? Да. Скажи, пожалуйста, ты видишь, что страницы в этой книге разные? Да. А слова разные в этой книге? Да, безусловно. Безусловно. Это правда обычная книга. Я хочу на секунду подвстать, подойти к Тому, чтобы попробовать показать тебе один кусочек маленький, очень важный. Том, смотри, я игральная карта, я просто проведу вот так вот по книге, ты скажешь, стоп, я где-то остановлюсь, открою. Вот страница 142. И слово лекционеру. Да. Лекционеру. Тебе нужно запомнить будет первое слово. Ты его никому не говоришь. Хорошо. Ни слова, ни номер страницы, но ты запомнишь. Справишься? Да. Ребят, вы готовы? Погнали. Скажешь, стоп, когда готов. Стоп. Вот здесь пойдет? Марин, пожалуйста, ты не смотри, вдруг мы с тобой в сговоре, и ты подсказываешь. Запоминай первое слово, номер страницы. Никому не говори, просто запомни. Не забудешь? Нет, Точно? точно не забыл. Супер, отлично. Могу я тебя попросить книжку тоже положить рядом с собой? Смотри, ты выбрал какое-то слово, выбрал какой-то номер страницы, это случайный рандом из книги, но хотя бы это можно зафиксировать. Да. Супер, подумай, пожалуйста, возьми, ты можешь взять планшеточку, возьми ее, как я. Супер, все мои подсадные люди на той стороне, не позади тебя, обернись, никого нет. Нет. Супер, Только возьми, привидение. открой фломастер, как я. Отлично, давай попробуем. Я хочу, чтобы ты подумал о только первой цифре страницы. Операция. О первой цифре страницы. Просто подумай. Ты записываешь, что ли? Нет, уже? я ничего не записываю. Просто подумай о ней. Да, думаю. А ты русские цифры знаешь? Русские Супер, все цифры? хорошо, да. Я напишу первую цифру, ты напиши тоже. Окей. Готов? Да, Готов назвать ее? да. Называй. Первую цифру только. 4. Я так и написал 4. Я этого не могу знать. Ты выбрал сам. Выбери, помнишь следующую цифру? Да. Просто думай о ней, пока не пиши. Смотри на меня, смотри на меня, смотри на меня. Это легкая цифра. Это 1, я прав? Да. Супер, запиши. Расслабленный очень. И последняя цифра, правильно? Да. Ну, можешь записать, я тоже запишу. Я, в принципе, думаю, что будет вот так. Я не уверен. Ты готов? Назовешь целиком номер страницы? Раз, два, три. 416. 406. Большинство людей такие, вау, типа, да, он отгадывает, но, ребята, это изи, цифры, это легко. Ты можешь вытащить листочек, если хочешь один, вот так скомкать, убрать Я его. подтверждаю. Можете оставить, да. Можете оставить. Теперь нужно слово, правильно? Да. Соберешься, справишься? Да. Отлично. Думай о слове. Посмотри на меня, пока давай прервемся. Я хочу просто... Слово это сложно, ребят, я объясню. Цифр всего 9 и 0. Десятая, можете считать ее как десятую цифру. Слова обозначают действия, предметы и так далее. Я знаю, что ты живешь в России, но, скорее всего, ты не только на русском говоришь, а еще на каком-то, как минимум, наверное, на английском говоришь. Скажи, тебе легче думать на английском или на русском? Без разницы. Без разницы? Если я прошу тебя думать об этом слове, ты думаешь о нем на английском или на русском в данную секунду? Ну, так как я прочел на русском, то на Ты русском. думаешь на русском. Отлично. Я могу использовать это слово в разговорной речи каждый день, да или нет? В принципе, да. В принципе, да. Супер. Со словами сложно, их гораздо больше, чем цифр. И я попробую... Вот так. Запиши. Ну, мне записать слово? Да. Либо ты можешь не записывать, ты можешь его назвать. Поверишь мне, что я угадал? Да, я поверю. Называй. Самолет. Самолет? Я написал самолет, да, заранее. Такой вопрос. Тебе планшетка еще пригодится. Окей. Закрой пока маркер. А сколько ты Тому заплатил за это? Я нисколько не заплатил Тому, поэтому да, поэтому я и хочу сказать. Сейчас Том будет, наверное, тоже в шоке. Том, скажи мне, пожалуйста, ты выпиваешь алкоголь?
Очень редко. Очень редко. То Да. есть ты сегодня абсолютно трезвый, здоровый, выспавшийся. Ты можешь с уверенностью точно сказать мне, что ты точно видел страницу 416 в этой книге и слово «самолет»? 100%. А если я тебе скажу, что ты не мог ее видеть? Что этой страницы просто не существует? Нет, ну ты мне показал. То есть ты листал страницы, я тебе сказал остановиться. Ты я остановился увидел. четко, ты был уверен, что ты Да. видишь эту И у страницу. меня память хорошая, поэтому я запомнил. Хорошо. Давай для начала тогда, ну, если я стою на том, что ты не мог видеть, а ты на том, что ты видел, ты откроешь книгу и попробуешь найти страницу 416, слово «самолет». Она вырвана, ее там Да. нет. О, блин! Страницы 416 нет в этой книге. Это реально так, Я подождите. я внушил ему страницу 416, номер 416, и слово «самолет». Я тебе это докажу. Хочешь? Давай. Помнишь, как я начал рассказывать историю о том, что я летел на самолете? Да, это я слово помню. «самолет». Да. Я сказал тебе, что это было в 4 4 часа вот, ночи. Да, да, да. Цифра 4. И что первый полет старухи был в 16 лет. Да. 416 слово «самолет». Большинство людей могут подумать, что это притянуто за уши на ходу симпровизировано. И чтобы ты так не подумал, я положил в этот пакет, который все еще стоит на столе, внутрь огроменный самолет, чтобы доказать тебе, что я могу внушать тебе то, что я захочу. И это не просто самолет. Это самолет, в кабине которого внутри находится страница от этой книги. Она идеально подходит в эту книгу. Попробуй подставить, это правда так. Подставлю. Это правда страница из этой книги. Вау! И там Она слово идеально «самолет». подходит. Да. А там есть слово «самолет»? Там есть слово самолет. Это страница 416 Я со эту словом страницу «самолет». видел. Мы, ты знаешь, хотим перейти к таким вопросам денежным. Ведь все сейчас задумываются про денежное мышление, про рост. Вот ты такой стал успешный. Но была у тебя другая предыдущая жизнь. Еще более денежная жизнь. Вообще, изначально я из очень небедной семьи. Из очень небедной. Мы увидели по запонкам. Да я сейчас молодец. Я сейчас молодец. Ну это да, извини. Очень неважная история, как это. Блин, кто пустил режиссера в кадр? Блядь, Вань, мы тебе платим, чтобы ты на стуле сидел, а не ходил. Так. Я из небедной семьи на старте изначально. Но просто были такие события у меня в семье, когда у нас просто мы потеряли буквально все несколько раз. Это 90-е годы. Мой папа, он даже не как из фильмов и сериалов, он прям вот настоящий бандит, у которого есть там прям своя бригада такая, вот такой был человек. Ну, и был в прошлой жизни, он живой, с ним все хорошо, но вот раньше он жил такой жизнью. И за счет того, что все эти события происходили, там начались все вот эти перевороты, перешарманивания, и моего отца, я помню, объявили в федеральный розыск, и мы бежали, бросив все, начинали с нуля. И поэтому у меня было так, что мы жили, сначала я жил очень хорошо, потом вообще я не понимал, где мы сегодня ночуем, спим. И мы постепенно обосновались, стали жить снова хорошо, а потом снова очень плохо. И потом вот я уже постепенно сам начал зарабатывать. Откуда вы бежали? Мы бежали из Хакасии, это такое место очень далеко на севере. Секрет успеха. Все же хотят дубайское, посмотри, какой Давай, секрет успеха города Дубай. Он, ребята, в том, чтобы трудиться всю жизнь, блядь, учиться, развиваться. Вот мне все говорят: Майк, ты такой крутой, наверное, уже можно забить хер. Я от 4 до 8 часов в день каждый день тренируюсь. Каждый божий день минимум 4 часа. Иначе удачи не видать. Это первое. Второе мое правило: я никогда не сдаюсь. Я сдамся только тогда, когда я умру. Вы что, суки, не слушаете меня, когда я говорю? Кому так говорю? Вы должны сидеть, кивать, типа, да, это правильно. Вы сидите, слушаем, каждый мы собой. готовим Вы тебе чё, блядь? следующий вопрос. Слушайте меня. Сейчас переверну. день работаю. Это был выпуск без гостя. Майк, ну нет, ладно, нет, мы тебя слушаем. Послушай, я вообще хочу на самом деле зрителям, будущим нашим Я людям, же не которые договорил посмотрят. сейчас про правильно. Мы тебя внимательно Я слушаем. говорил мотивационную речь. Ой, давайте и двинем к самому классному вопросу. Она вообще сумасшедшая. Я говорю. Знаешь, вот он задает правильный вопрос, а она мне какие-то эзотерические вопросы. Она конкретно вот хочет, чтобы я достал карты, начал гадать. Очень, да, давай. Давай ты задашь вопрос Ну, про мы сделаем лестницу, это. а я про другое. Ты про свое, конечно. Том,
тебе слово. Вопрос такой. Как ты бы хотел, чтобы люди тебя помнили, когда ты уйдешь на пенсию? То Или есть, из жизни. Да, Ни слова доброго она за сегодня не сказала. Она прочитала обо мне какие-то хорошие слова по списку, только потому что режиссер написал, и то она так читала, вот так, он самый классный, она должна была быть на его месте, должна быть я. Еще раз свой вопрос, пожалуйста, у нее голос такой бархатистый. Можно ее как-то просто заблюрить? Короче, когда мне было лет 17, если еще раз кто-то меня перебьет, я прямо чувствую, что сейчас что-то будет еще раз. Я вот отвечаю, я вам устрою здесь. Даже ты вот сидишь, ты даже не думая это делать. Ты вот сейчас дашь мне ответить, ты понял? Когда мне было 16-17, я реально думал, что я буду каким-то великим. Что меня должны запомнить, что я выйду, переплюну Копперфильда, что меня будут все любить, обо мне будут снимать телепередачи. Через 2 дня мне 30, я не думаю, как обо мне будут помнить люди, запомнят они меня великим или нет. На сегодняшний день для меня очень важно поступать правильно в жизни. Я очень много лет поступал так, как мне хочется, а не так, как правильно. И моя цель на жизнь сейчас приблизиться как можно больше, попытаться стать хорошим человеком, правильным, который делает что-то доброе, у которого мысли не злые, а добрые, там, не похотливые, а правильные какие-то. Короче, я ищу дорогу к Господу Богу, контакту с Ним. То есть вот так. Я хочу свою вторую часть жизни, половину прожить правильно, неся людям какие-то добрые, умные мысли, чему-то, может, их научить, помочь им. Не беспокоюсь, буду ли я великим, напишут ли обо мне книги и так далее. Я просто делаю то, что мне нравится. Вот. За деньги. Он просто ждал, когда он сможет харкнуть свой яд в меня. Но на самом деле, вот ты говорил, у меня такое тепло здесь, знаешь, в душе. Это здорово. Но, тем не менее, мой вопрос про денежную лестницу. Я не понимаю, что это значит, объясни. Я тебе скажу. Давай так, что ты сделаешь за 100 дирхам? За 100 дирхам я возьму 100 дирхам, достану 500, заверну твои 100 в 500 и верну тебе 600. А что ты сделаешь за 1 000 000 дирхам? Я не знаю, я собрал бы мою команду и спросил, что мы можем сделать за эти деньги по формату. Перед кем бы из людей, живых или умерших, ты бы хотел выступить? О, это крутой, правда, вопрос. Наверное, я бы очень хотел, чтобы мое выступление увидел Майкл Джексон. Вау. Почему? Потому что это величайший из артистов за всю историю артистов в мире. Подождите, а как мне их есть, если у меня помада? Майк, у нас задание. Ты берешь крылышко, берешь первый соус. Он не самый острый. Достаточно поверь. Да? Поверь. Рили? Ну, типа остро прям, да? Да. Давайте быстрее уже, я не могу, мне уже хочется Ты уже- тянешь. Уже давайте погибнем все и все. Твою мать. Какой фокус ты сегодня показал бы себе ребенку? Какой бы он был? Честно, я вот эту тему задумался о том, что я бы не хотел вмешиваться в свое детство и менять бы этот эффект бабочки, совершать со своей жизнью, потому что я очень счастлив, что я именно такой, какой я сегодня есть. А правда, что тебя просили научить группу людей обманывать всех или там мошенничать? О! Уважаемый Энтерсгейт, вы нам за рекламу не заплатили, но нам очень нужны деньги. Напишите, пожалуйста, на mail, указанный Да, мы под в этим Дубае, мы подкастом. нищие. Нам их не хватает. Меня Вообще, вот просят такие всякие раз в делать неделю схемы. стабильно, меня просят что-то такое делать. Очень часто звонят люди, приезжают, говорят, подъедьте, встретиться, отправляют людей. И как часто ты соглашаешься? Никогда. Потому что постоянно самые частые мои клиенты, вот эти, которые пытаются стать моими клиентами, это люди, которые держат какие-то баптистские, типа якобы фейковые церкви, где дурят людей, всякие секты. Это что, у тебя зелененький? Нет, первый.
Вань, задай вопрос, пожалуйста. Мы сегодня не затронули эту тему. Я знаю, что после того, как состоялось то самое шоу на 7 тысяч человек, ты долго и упорно губил организм всем, чем только можно. Какие мысли вытащили тебя оттуда и заставили продолжить свое дело и двигаться дальше? После того, как мы сделали шоу... После того, У нас как... дыхательные после практики. того- Это пиздец, это невыносимо. После того, как мы сделали шоу, у меня случилась депрессия. После того, как... Не дыши мне от этого хуя. После того, как мы сделали шоу, у меня случилась депрессия, эмоциональное выгорание. Я шел к этому много лет, мечтал об этом с детства, представлял, как это будет выглядеть. Кому-то в глаз попало, блядь. Представлял, как это будет выглядеть. И когда это случилось в моей жизни, за 10 минут до выхода на сцену у меня случился жесткий откат эмоциональный. И я вышел просто, как будто мне это уже не надо. Через 4 дня, когда закончилось шоу, у меня на счету было больше $1 миллиона. Меня не должны. Я не видел смысла. Чего вы ржете там надо мной? Мы сочувствуем тоже. Как заложила нос. Короче, после шоу я поймал невероятную депрессию, и моя жизнь превратилась... Влад. Я полощу газировкой рот, но не чувствую газов именно тем местом, которое было. Короче, я получил жесткий откат эмоциональный, и на протяжении следующих полугода мне каждый день практически поступали предложения, чтобы сделать какое-то новое шоу. У меня появились все эти деньги, и я потерял вообще смысл. Смысл потерял в том, что как бы деньги у меня теперь для существования вообще есть, можно не думать. Я вроде реализовал свою мечту, кайфа от нее не получил, которого ожидал. Плохо, я вижу тебе плохо, мне тоже плохо, еще говорю. Том, держись. Да, все нормально. Я реализовал свою мечту, а кайфа, который от него ждал, не получил. И у меня просто произошла переоценка ценностей, я понял, что вообще счастье не в том, чтобы быть каким-то суперзвездой, которая будет выступать на сцене, его все будут любить, а в другом. И все, у меня пропала просто в жизни цель. Меня все кругом ходят, обнимают, хвалят и говорят, что я какой-то молодец, а я сам себя ненавижу за все это. А ты поставил себе следующую? Вот я недавно вышел из этого состояния. И какая у тебя следующая цель? Это вас не должно. Спасибо, мы это вырежем. Почему? Оставьте. Я вам не расскажу. Я в следующий раз, как сделаю, вы опять об этом узнаете. Вот я никому не сказал, что я сделаю шоу мировое, сделал. Также сделаю новую идею. Но в этот раз я уже не ослеплен жаждой денег или жаждой славы. Теперь я уже имею к этому иммунитет. Я, кстати, вышел из этой депрессии без психологов, без наркотиков, без всего. Я просто, мне было просто плевать на себя все эти полгода. Я просто играл в приставку, курил сигареты. Вот. Сегодня мы снимаем, какое сегодня, 13 января? 7 января я бросил курить. Вау! Да. Бля. Ну что, ребят, мы с вами очень классно, душевно посидели. Мне очень приятно, что вы меня позвали. Это для меня очень ценно. Именно когда ты приходишь к людям, которые понимают юмор, которые могут и пошутить, и на серьезные темы поговорить. И я, знаете, решил вам сделать такой небольшой подарок. У меня очень часто просят определенные вещи, которые там видят, да, показать на выступлении. Я вам хочу показать вещь, которую сложно назвать фокусом. Ты, как человек африканский, ты, скорее всего, веришь в каких-то духов и так далее. У вас же это есть там? Не верят, правда? Есть такое, верят. да, конечно. Я не знаю, веришь ли ты в это или нет, ведь все-таки ты жил в России, и, наверное, на тебя это все равно повлияло как-то. Как мне, смотрите, она сидит, боится, вы что, у нее сейчас... Я передаю страх людям в камеру. И вы сегодня задели такую тему, лишь бы просто меня оскорбить и сказать, ты цыган. И ничего не раскрыли, Так вот, что тебя раскрутило! Они просто сказать, так, ты цыган, да?
я такой думаю, ну сейчас какой-то интересный будет вопрос. Рассказать там про традиции, про что у нас добрые, очень красивые люди. Нет, просто они. Если серьезно, я хочу вам показать весьма необычную вещь. Это сложно для понимания, поэтому мы будем очень медленно с вами разбираться. Поскольку я цыган, я в жизни в своей, правда, видел немало очень странных вещей. И принято так, считать, да, что у цыгане есть какие-то способности скрытые, они могут видеть будущее, не все, конечно. Я могу вам показать, что на самом деле дело не в цыганях, а дело в том, что, в принципе, хочет человек этого или нет. Любой человек на каком-то уровне может ощущать вещи вокруг. Просто кто-то сильнее, кто-то слабее. Бывало ли у вас такое чувство, что кажется, что сейчас упадет сверху какая-нибудь бутылка, ты делаешь шаг в сторону, и она падает, такое шестое чувство срабатывает, или кажется, что где-то сзади что-то летит в тебя, ты оборачиваешься, там Кто-то машина. смотрит обычно. Да, вот так. такое бывает. Вот у тебя, видишь, кто-то смотрит. Том, наверное, вообще там третьим глазом видит. И я сегодня принес такую весьма необычную вещь. У меня есть 2 свертка. У меня просьба не разворачивать эти свертки, а вы должны между собой реально решить, кому достанется квадратная, кому круглый сверток между собой. Я хочу, чтобы вы решили. Точно более круглый, это более квадратная. Ты потянулась к этому и взяла Ему этот, дать. поэтому уже бери этот. Хорошо. Все, уже взяла ты. Окей. А ты возьми этот своей рукой. Не разворачивай, да, просто возьми как есть. Супер. Еще я хочу вас попросить, пожалуйста, сдвинуть стульчик вот сюда. Скажите, если я буду стоять, меня будет все равно видно? Супер, отлично. Я хочу тебя попросить сдвинуться сюда. Со Либо стулом? вообще вот сядь на мой стул. Давай. Я сяду на твой стул Да. по центру, а ты чуть-чуть поближе ко мне, и ты чуть поближе ко мне подойдешь. Я надеюсь, нас может снимать сверху камера, чтобы мы могли с вами запечатлеть все происходящее. Ты взяла черный квадратный сверток, ты взял круглый сверток, пожалуйста, возьми его поближе. И я хочу, чтобы ты положил на него руку одну. Отлично. Вторые руки у вас тоже будут кое-чем заняты. А я тоже? Одну руку, да, какую-то положи. В одну руку я хочу дать тебе вот так свечку. Это странно будет, я знаю. Но я надеюсь, что все получится. Она болтается. Ничего страшного, она просто чуть надломана. И у него тоже, кстати, чуть надломано. Это должно быть так. Есть такой надлом? Да, чуть-чуть. Да, все правильно. Это сделано не просто так, сейчас все поймете. У вас сейчас все сложится в голове. Я хочу, чтобы вы просто потихонечку настроились на легкую, спокойную атмосферу. Не переживайте, все будет хорошо. Итак, вы можете подставить бумажку, если хотите, если боитесь, что будет капать. Давайте я каждому дам вот так на всякий случай. Вдруг страшненько вам будет. Ты тоже можешь взять вот так. Главное, не отпускайте с руки предмет. Немножко хочу вам рассказать, что будет дальше. Не пугайтесь, я разверну сверток, и в нем внутри будут старинные фотографии. Я хочу, чтобы вы смотрели на них. Марин, я начну с тебя. Я хочу, чтобы ты посмотрела на эту фотографию. На ней ты увидишь сейчас мужчину и женщину. Это старинная фотография. Я хочу, чтобы ты взглянула на нее, сконцентрировалась. И если она тебе посчитается чем-то таким приятным, близким для тебя, ты оставишь ее себе. Если нет, мы уберем ее в центр. Тебе нужно будет просто делать выбор. Оставить или нет. Поехали, как будешь готова? Оставим. Оставим. Уверенно оставим. Да. Супер. Да. Пока не трогай. Пожалуйста, твоя очередь. Там есть такие, как я? Я не знаю. Таких, как ты, нет на земле. Ты либо оставишь, либо уберешь. Нет, не оставляю. Не оставляешь. Уверенно не взял. Нет. Нет. Да. Оставил. Уверенно, да. Нет. Напугал он тебя, да? Нет. Нет, хорошо. Священник? Да. Нет. Доктор? Нет. Да. 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 Супер. Ребенок? Да. Да. Наставляем. Да. Еще, кстати, один священник, обратила внимание. Как будто более свежий. У меня дядя стал Да. священником Оставляем? недавно. Да. Дети. Целая семья. Да, да. Оставляем, да? Нет. Смотрите, вам решение прям легко, да, приходит? Да. Да. Супер. Да. Отлично. Маленькая девочка? Нет. Он прям думает только, если выберу маленькую девочку, нет. Да. Нет. Нет. Да.
Ну, давайте, наверное, на этом остановимся. Можно идти очень долго. Марин, я начну с тебя. Вы могли выбирать, какие хотели фотографии? Это было ваше решение. Я подавал, вы говорили, да, нет. Выбрали, не выбрали, выбрали, не выбрали. Так было? Да. Да. Я не говорил, возьми именно эту или ту. Вы выбирали, какие хотели. Марин, как ты думаешь, что объединяет всех людей, которых ты выбрала? Вот есть какое-то у них на виду сходство? Какого-то периода определенного они. Какого-то определенного периода. Может быть, это родственники. Может быть, это родственники. Я надеюсь, оттуда прям с камеры видно. Давай так, я немножко расскажу. В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года случилась очень страшная трагедия. Затонул «Титаник». И он унес с собой 1500 жизней. Просто на секунду представьте, какой мог быть там крик и визг. Все люди, которых ты выбрала, они не случайные. У тебя есть под рукой предмет. Позволишь? Там лежит ответ, что объединяет этих людей. Я попробую показать. Внутри свертка лежат часы, которые я выкупил за очень большие деньги на аукционе. Они принадлежали капитану корабля «Титаника». Его звали Эдвард Смит. Это его часы. Он ушел на дно «Титаника» вместе с этими часами. И вместе со всеми этими людьми, которых ты выбрала. Ведь у него сзади написано «Dead». Он умер. И абсолютно все люди, которых ты выбрала, у них сзади написано, что они все погибли на «Титанике». Это все мертвые люди, никто из них не выжил на нем. Абсолютно все. Ты же выбрал другой сверток. Позволишь мне его, пожалуйста? Конечно. В этом свертке лежит необычный предмет, тоже купленный на аукционе. В нем лежит монета, которая всю дорогу была с одной девушкой. Ее звали Молли Браун. Она выжила на «Титанике» и прожила очень долгую, длинную жизнь. Эта монета принадлежала ей. Совсем недавно она умерла, и монету выложили на аукцион. И люди, которых ты выбрал, это не случайные люди. Это одни из тех немногих людей, которые выжили. Воу. Они все живы. Вау. Вы могли выбирать, кого хотели. Вы были Да. уверены и говорили, я возьму этого, я возьму этого. Вы выбирали то, что хотели. Я хочу особое внимание обратить на то, что все остальные фотографии лежат в разном порядке. Выбирать можно было, как хотели. Да. Можно. Нет Вау. никакого порядка. Вы просто совершаете свой выбор. Поднеси поближе, я думаю. Что хочу вам сказать. Пусть этот маленький эксперимент напоминает нам о том, что нужно ценить жизни друг друга и жизни людей. Спасибо. Вау. А есть какой-то вывод, который из этого можно сделать? Инсайт. Инсайт? А как? Почему? Да, то есть очень Как интересно. это Почему произошло? я именно Да. Dead выбираю? Потому что она хотела явно монету взять, но потом... Но рука потянулась Да, у нее, и да, она да. взяла, и я не стал менять это решение, потому что она схватила. Я привык доверять таким вещам. Вот так. Если закончить на позитивной ноте, вот большинство людей обманывают, чтобы как-то обмануть людей в экран на позитивном, да? А я скажу правду. Все, что вы сегодня видите, это фокусы, это все люди, которые объединились, собрались, нашли время, пришли сегодня и сделали для вас интересный контент. Но самое главное, что нужно помнить, что вы и есть чудо. Вот так. Спасибо. Снято!